Доброго времени суток, дорогие подписчики! Все вы, наверное, уже давно ждете урбанистических видосов заброшенных объектов. И сегодня наш путь лежит в когда-то секретный объект. Огромный, заброшенный и недостроенный пансионат «Лазурный берег». Объект до сих пор охраняется, и по мере нашего продвижения я буду вам рассказывать про него, дабы не грузить сразу же вас огромным количеством информации. Ну что, поехали! Подготовка к строительству этого гиганта началась аж в 1978 году. За 13 лет стройки здание было завершено на 90%. 11 жилых этажей, двухуровневый паркинг, бассейн, бар, столовая, кинотеатр, помещение для занятий спортом, а в некоторых номерах предоставлялось по 2 балкона. Здание даже строилось с расчетом на землетрясение. В итоге в 1991 году стройка санатория полностью остановилась. А дальше все как и во всех знаменитых долгостроях. Пытались охранять, а затем все самое ценное было растащено местными жителями. По словам их же самих, в 90-е годы у всех резко стали одинаковые отделки на кухнях, одинаковые туалеты и ванны. Вот санаторий огорожен тут. Раньше, видимо, бортик был. Написано: внимание, идет реконструкция. Куда? Не, мальчик оттуда идет. Ну, к тебе по-разному. Давай там уж пойдем. Вон, смотри, какие дома. Угу. Это, видимо, автомобильная дорога была. О, окно видит. Угу. Вот как раз. Не вижу. Вон там на первый, второй, на третьем этаже так что в трусах ходит. Ну, смотрит что-то. Ну здесь все уже походили. Можешь и тут. Ну, просто зайдем со стороны моря. Это что, смотреть, что там? А, здесь можно еще ниже спуститься. Вон там есть въезд прям сюда. Ну, Еще на один этаж ниже. Подожди. Вот, смотри, вентиляционная штука он есть. Машина, что ли, едет? Не, сюда нельзя проверить. Можно. О, слышь? Едет сюда. Может, охранник за нами едет. Вот, едет, вот Жигуль прям. Вряд ли. Он проехал. Деньги дал. Здесь что, где же он? Что интересно такое? Вот джунгли какие. Это, видимо, подъезд. Зайдем посмотрим. Третий этаж. Иди сюда. Только здесь лифт уважает, осторожно. Пойдем сюда. Да, иди сюда. О, тут выдрали все. Я ремонтируется, нельзя не ремонтируется. Иди сюда. Осторожнее, Зай. Вот здесь обои были. Когда-то. Да, не упади вниз, не смотри, потом подводный. Ой,
Да. Ну, сейчас наверх пойдем. Там, надеюсь, есть дальше лестница. Чего? Да? Отлично. Да. Так, ребят, короче, сидим дома, что здесь охрана есть. Вот, вроде так народ ходит, конечно. Охрана тут бдит. Это здание, типа, старается, чтобы в него никто не заходил. Мы как хитрые туристы проникли сюда. Вот, значит, пробираться дальше. Такие виды открываются. Ладно, пойдем. А? Наверх. Пойдем. Смотрите, с лестницы другие уже. Без мрамора. Долго подниматься. Да, лампа еще целая. Пойдем сюда. Ни хрена себе. Главное не вывалиться сюда. Все, последний этаж. И крыша. Пойдем. Ой, только осторожней, здесь окно разбито справа. Тихо, это. Здесь. И аккуратненько проходите по стеночке. Так, ребят, мы на крыше. Такие тут открывают. Стоит ли сюда наверх подниматься? Думаю, не стоит. Вон волнорезы видно. Проект заброшенного пансионата был крупномасштабным и дорогим, а после его завершения в нем должны были отдыхать члены ЦК КПСС. В ближайшем окружении пансионата планировалось сделать заповедник. На начальном этапе строительства санатория ближайший поселок Лазурный начали переселять в Алушты. Сам по себе санаторий строился медленно, а его сроки сдачи в эксплуатацию переносились. В итоге санаторий так и не успели построить. Ходят слухи, что в 1989 году стройка санатория резко ускорилась. Параллельно с постройкой санатория завозилось оборудование, а машины со стройматериалами стали без конца подвозить материал. Видимо, заказчики из ЦК КПСС чувствовали, что близится распад Союза и хотели как можно быстрее достроить это уютное гнездышко. По итогу в санатории была сделана полностью внутренняя отделка, включая поклейку обоев в комнатах и отделку в ваннах плиткой. Первые уровни были снабжены ваннами, туалетами, раковиной и шкафами купе. Кухни были снабжены дорогим зарубежным оборудованием. Фасад здания был отделан дорогой плиткой, а также установлены окна. В здании были смонтированы дорогие лифты с цифровым табло и кнопками управления дверей, что на то время было просто редкостью. После 2 лет с 91 по 93 года строгого надзора за санаторием охранную организацию было решено упразднить и оставить одного сторожа на въезде к санаторию. Санаторий был не сильно разворован, так как на единственном въезде на территорию санатория всегда был и есть охранник, который всячески пресекает въезд черметчиков на территорию.
На этом этаже можно пройти. Нет, я не понимаю, как. Уже нормально. Пойдем с тобой. Пойдем. Вот можно. Да, можно, пойдем. Следующий идем в секцию. Осторожнее, дырки. Смотри, новый. Это фильм реставрируется, санаторий. В дырки смотри, не упади. Которые сквозные. О, это, видимо, душ был. Видишь? И тут тоже. 2 номера. Идем. Очень осторожно лежит здесь. Прям максимально осторожно. Стараюсь не наступать, конечно. И в дырку тоже стараюсь не провалиться. Хочешь, может, тут постоять? До балкона дойдем? Так, ребят, на балкон тут окно целое. Кто-то вытащил. Так, открывать мы не будем. Охранник кто видел. Охранника тут нет, но еще виды открываются. Внизу видно индустриальный конец. Здесь вот кончик кончается. Качалась. Ну, я вообще удачу здесь, конечно. О, давай здесь пройдемся, здесь майка. Да, это, видимо, пытаюсь его реставрировать давно, относительно. Какие-то бумаги. О, тут, смотри, даже тут оконные рамы есть. Такие окантовки, тут даже, смотри, номера есть. Мало того, это достаточно целый даже. Давай пройдемся. Честно. Фоткаешь, да? Даже дверь у тебя есть. Здесь толчок даже целый. Да, я знаю, как было. Вот здесь ванна, видимо. Толчок. Шкаф даже. Да, даже шкаф. Видимо, он здесь был достроен, вот эта часть нижняя. Здесь куча осколков, туда мы не пойдем. Там видно какая-то еще одна выбоина недостроенная. Проводка, побелка, обои. Да, все тут есть. Какашка. Да, кто-то насрал даже. Да, это двойной номер, ребят, смотрите, двойной номер. Здесь слева и справа, это общий коридорчик у них здесь. Может, какой-то эконом-класс. Что там? Здесь осторожней. Да, ванна братцова. Обалдеть, да, ребят, смотрите, ванна есть. А, тут две комнаты, смотри. Люди жили. Наверное, это может быть не эконом-класс, может, это наоборот улучшенный. Ну Вот, да, или как- две ванны. Тут Шкаф ванна. есть. А может быть, это была ванна, это туалет. Да, это шкаф. 2 шкафа. Видимо, да, это какой-то улучшенный двухкомнатный номер. Вот, подожди. Водопровод тут есть. Так, что еще поведем. Тоже продолжаются номера. О, у нас спальня какой-то уже. Нас тот смотрит он. Да, я видела. А что они смотрят-то? Да, не фоткают. Фоткают? Вон они еще, это просто туристы. Вон они. Да все знают, что здесь все интересно. Ну, причем даже не видно, какие дивные, как туристы. Она даже с собой полотенце пошла. О, мы сейчас выйдем куда надо, Лер. Ты как бы не переживай, но тебе не подумать, что ты дурачок. О, осторожно, здесь очень опасное место. Здесь лифт. Огромная дыра. Куда выйдем? Здесь выход должен быть. Где-то здесь должен быть выход. Обходи вот эти дырки. Уже мы с вами перенесли.
Мрамор, гранит. Пойдем сюда. Есть. Выход на улицу. Спуск еще ниже. Куда? Сюда налево пойдем? Или вниз? Ну, я не знаю. А вниз, наверное, тоже можно идти. Слева здесь не очень выход, да? Вниз? Я и говорю. Вниз сходим. Давай вниз. Не знаю. Вот здесь красиво. Да, а чего бы нет? Вот выход нормальный. Так, значит, там подвал, мы там вряд ли пойдем, потому что нас тут охрана может поиметь. Вот тут на иглах немножко. Опа! Это, видимо, ресепшн был. Такая обшивка хорошая прям. Либо зал ожидания какой-то. Давай туда пройдем, и там выйдем. Что-то надо, тут все однотипно. Тумбочки. Да, вот это очень красиво. Толкан еще даже стоит там. Прям стоит. Да, все есть. Да, тут бачок он есть. От тублика. Тублик с ванной. Вот здесь так пляж. Надо. О, все. Чтобы не дуло закрыть. Да, я закрыл. Так, мы сейчас идем прямо, значит. Ой, осторожненько. Еще ниже может спуститься. Пойдем вниз. Вот здесь он раньше было заделано, чтобы люди не лазили, видимо. А теперь это не помеха. И откуда? О, выход куда-то. Очень красивый такой. Да. Здесь, видимо, у нас нижние этажи. Технические. Здесь всякие, может, бани были, может, еще что. Столовые. Фиговые. Сейчас, чуть-чуть. Можно? Да, пройдемся тут, давай. Чуть-чуть. Да, правильно. Да? С фоткой. Так, тут, видимо, какие-то, да, склады были, что-то тут такое у нас. Потому что самое интересное, есть еще ниже этаж, просто огромнейший. Да. А подушка вот тут. Видимо, закупили их для отеля, а он оказался не очень пригодоспособен для жилья. Тут тоже он. Вот тут многоуровневый, видимо. Сейчас подойду сюда аккуратненько. Да, заходил. Так, это какая-то тут огромная недостроенная шняга. Там что-то есть. Блоки тут, из которых строился санаторий, тут все уже обросло давно. Это, видимо, бассейн. Да, это есть. Очень разбито, только странный какой-то слив у него здоровый. Не, наверное, это может быть не бассейн, а такой пруд. А, может быть, да. Так, может подняться выше тут? Если не подниматься. О! Что это такое? Записку? Видишь? Да.
какая-то нарезанная. Может, она уже от времени захреначила, столько лет здесь лежит. Ну вот так что-то видно. Прикинь, какой дурачок писал, думал, что никогда ее ничего не найдет. А тут я рисую. А, она так сделала. Что-то написано. Зачитывай. А тут не на русском. Тут дети, наверное, что-нибудь делали. Давай не будем читать всякие древние иероглифы, как показывают битвы экстрасенсов, лучше не читать. Пришельцы. Пришельцы. Марса. Марсиане. Пришельцы марсиане. Ладно. Я думаю, какая-нибудь убойная записка. Да. Вот тут видно еще один пандус какой-то. А сейчас посмотрим, там есть спуск. В 2001 году, после обязательной приватизации объекта, были предприняты попытки восстановления санатория. Менялись окна, восстанавливалась облицовка, но в итоге все закончилось разграблением последних этажей пансионата и сдачей на металл всего того, что сами и построили. Здание передавалось из рук в руки вплоть до 2014 года, и каждый раз его пытались восстановить, предлагая невероятнейшие проекты будущей здравницы Украины. За это время объект побывал в руках влиятельных людей, таких как Тимошенко и Коломойский. Телефон. Так, нам надо спуститься на этаж ниже, чтобы нам выйти с этого санатория. Охранник здесь, конечно, уже не бдит на этой части, но поэтому тут все чувствуем немножко посвободнее. Здесь типа не видно за горой. Вот. Сейчас мы всякое направлю здесь. Вот. Ну, мы будем искать спуск вниз, для того, чтобы нам... Мы по этой пойдем вниз. Я просто с самого начала не видела. Я тоже не видел. Так. Здесь, конечно, народ тоже некоторые захаживает, но все с опаской. В самую дальнюю часть санатория не ходит. Что, качается лестница? А, да, если одна ступенька сломана. Поэтому перешагнем и направо. Здесь мы видим склад кирпича, из которого все строилось тут когда-то. Причем кирпич какой-то непонятный. Вот такой. Типа особо не встречал. Огромные ступеньки. А, видимо, это... Да, на театр это похоже. Видимо, здесь не Вон ступеньки. ступеньки. Да, вон ступеньки нормальные. Это амфитеатр. Здесь, видимо, что-то должно было проводиться. Да. Так, мы, короче, вышли на выход на море. Здесь, видимо, эта дорога она должна была к этому санаторию подходить, но не сложилось. Вообще территория достаточно красивая, как вы видите. Санаторий, возможно, пользовался бы огромным спросом, но не сложилось. Где-то примерно в 91 году. Так, сейчас мы спускаемся на воду, ребят. Здесь такая площадка. Волнорезы видим. Конечно, вид потрясающий. Просто здесь санаторий, ну просто краса. Пойдем сюда направо, мне кажется, здесь может... Ну, здесь должен был быть пляж, то есть оборудован. Видимо, просто его не сделали. Песка не насыпали, видимо, сюда. Или гальки. Да, теперь с волнорезов. А сейчас с волнореза запрещено прыгать по технике безопасности. Это опасно. Правда нет пляжа? А, нет, он совсем закрыт. Совсем малютка, да? Вода такая чистая. Ну да, здесь, видимо, народу мало. Это ж... Видимо, слив с санатория. Должен был осуществляться в всяких каках, пипих. Прям в машину, в море, да? Видимо. О, здесь прям коллектор есть полноценный. Вот он. Трубы. А может, здесь не какахи, может, просто вода обычная. Здесь сливаться должна была.
О, прям какой туннельчик. Ну, конечно, если здесь прям супер-пупер сюда залезать, может было бы, конечно, сюда. Но время у нас, к сожалению, ограничено, ребят. У нас всего 1,5 часа на все, поэтому здесь все не успеем посмотреть. Нудийский пляж. Нудийский? О, нудийский пляж, ребят, есть, смотрите. Мне кажется, сюда две причины поехать. Это заброшка, нудийский пляж. Красиво. Вон люди. Так, здесь видно, внутренний двор должен был быть. Какие-то тут незавершенные постройки. Видимо, основная трасса до пляжа. Вот. Чьи-то вещи. Кто-то приехал. Здесь мы видим какая-то котельная. Так, мы заходим на автомобильный пандус. Здесь можно куда-то справа было дальше поехать. Только куда непонятно. Вот. А мы идем по самому пандусу. Причем машины здесь иногда ездят. Пандус такой достаточно хороший, даже не треснувший. Тут всякие дырки, видимо, от того, что вода стекает и разрушает. Вот здесь водопроводные трубы, всякие сточные. Туда мы входили. В 2015 году, после перехода Крыма в Россию, санаторий стали сильно охранять в избежание формирования террористических группировок на территории Крыма. Но спустя год санаторий опять стал охранять один охранник. Общая сохранность санатория просто поражает. Как по мне, санаторий еще до сих пор подлежит восстановлению, а посаженный больше 30 лет назад сад поражает своей красотой. А с вами был канал Иной Взгляд. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч!